Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы с вами будем отвечать на вопрос, о чем говорится в диалоге, и выбирать правильный ответ. На лекции чтения мы будем подбирать правильное по смыслу слово в текст. Также мы будем находить ответ на вопрос, о чем говорится в тексте. 보기. 요즘 한국어를 공부해요? 네. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. Давайте переведем диалог на русский язык. 요즘 한국어를 공부해요? Вы сейчас учите корейский язык? 네, да. 한국 친구한테서 у друга или у подруги 한국어를 배워요. Я учу корейский язык. Итак, нам даны 4 варианта ответов, и нужно выбрать тот, который подходит по смыслу с диалогом. Давайте их переведем на русский язык. Номер 1. 남자는 학생입니다. Мужчина – студент. Номер 2. 여자는 학교에 다닙니다. Женщина ходит в школу. Номер 3. 남자는 한국어를 가르칩니다. Мужчина преподает корейский язык. Номер 4. 여자는 한국어를 공부합니다. Женщина учит корейский язык. Итак, в диалоге мужчина спросил женщину, учит ли она корейский язык. И она ответила, что да, у друга или у подруги. 정답. Значит, правильный ответ номер 4. 여자는 한국어를 공부합니다. 17번. 민수 씨, 미안해요. 지난번에 빌린 책을 오늘 못 가져왔어요. 그래요? 내일은 가져다 줄 수 있어요? 네, 그렇게 할게요. Давайте переведем диалог на русский язык. 민수 씨, 미안해요. 민수, извините. 지난번에, в прошлый раз, 빌린 책을, книгу, которую я заняла, 오늘 못 가져왔어요. Не принесла. Получается, я сегодня не смогла принести книгу, которую заняла в прошлый раз. 그래요? Да. 내일은, завтра, 가져다 줄 수 있어요? Вы можете ее принести? 네, да, 그렇게 할게요. Я обещаю. Итак, у нас 4 варианта ответов. Давайте их переведем на русский язык. Номер 1. 여자는 내일 책을 가져올 겁니다. Девушка завтра принесет книгу. Номер 2. 남자는 여자에게 책을 빌렸습니다. Парень одолжил книгу девушке. Номер 3. 남자는 지금 책을 가지고 있습니다. У парня сейчас есть книга. Номер 4. 여자는 남자에게 책을 받지 못했습니다. Девушка не смогла получить книгу от парня. Итак, в нашем диалоге мы знаем, что девушка заняла книгу, и она должна ее принести, но забыла. Поэтому парень попросил принести эту книгу завтра, на что она дала свое обещание. 정답. Значит, правильный ответ номер 1. 여자는 내일 책을 가져올 겁니다. Давайте теперь посмотрим на грамматику в этом диалоге. Девушка говорила, что она 못 가져왔어요, то есть она не принесла, а точнее сказать не смогла принести. 못, затем идет глагол 못 가져오다, например, переводится как не смогла по какой-то особенной причине. Например, она или он не смог сделать домашнее задание. Домашнее задание 숙제. Получается, что 숙제를 못 했습니다. Не смогла сделать домашнее задание по какой-то определенной причине. Также мы можем сказать, что не сделала. Допустим, то же самое домашнее задание, но мы можем сказать, что не сделала, без всякой причины. Тогда нужно говорить не 못, а можно говорить 안. Переводится как не. Получается 숙제를 안 했습니다. Не сделал или не сделала домашнее задание.
못했습니다. Не смогла или не смог. 안 했습니다. Не сделала или не сделал. Следующая грамматика ко и та прибавляется к глаголу, обозначает, что сейчас это действие происходит в настоящий момент. Например, если я сейчас сижу на стуле или на кровати, просто я сейчас сижу. Можно сказать как «안고 있어요». Я сейчас сижу. Также была такая фраза «그렇게 할게요». «그렇게 так 할게요». Сделаю. Но по-русски переводится как «я обещаю». «Я так сделаю». Когда вы хотите сказать, что вы что-то обещаете, просто скажите «그렇게 할게요». 18번. 우리 아이가 탈 자전거 좀 보여주세요. 이 아이가 탈 거예요? 이쪽에서 골라보세요. 이 노란색 자전거가 예쁘네요. 이걸로 주세요. 아, 근데 의자가 우리 아이한테 너무 높진 않겠죠? 그럼요. 이 아이 정도면 탈 때 불편하진 않을 거예요. Давайте переведем диалог на русский язык. 우리 아이가 탈 자전거 좀 보여주세요. 보여주세요. Покажите, пожалуйста. 우리 아이가 탈 자전거. Велосипед для моего ребенка. Покажите, пожалуйста, велосипед для моего ребенка. 이 아이가 탈 거예요. Этот ребенок будет кататься. 이쪽에서 골라보세요. Вот тут выбирайте. 이 노란색 자전거가 예쁘네요. Вот этот желтый велосипед красивый. 이걸로 주세요. Дайте его. 아, 근데, но 의자가, сидушка, 우리 아이한테, для нашего ребенка 너무 높진 않겠죠? Не будет же высокой. 그럼요, конечно, 이 아이 정도면 для такого ребенка, имеется в виду как для такого роста ребенка, 탈 때 불편하진 않을 거예요. Не будет неудобно кататься. Нам нужно выбрать один из ответов, который подходит по смыслу к тексту. Давайте переведем на русский язык. Номер 1. 여자는 женщина 자전거 가게에서 일합니다. Работает в магазине велосипедов. номер 2. 여자는 женщина 노란색 자전거를 살 겁니다. Купит желтый велосипед. номер 3. 남자는 мужчина 아이와 함께 가게에 왔습니다. Вместе с ребенком пришел в магазин. номер 4. 남자는 мужчина 아이에게 자전거를 선물했습니다. Подарил велосипед ребенку. Итак, у нас в диалоге давайте выделим сначала ключевые слова. У нас прозвучали такие слова. 아이가 탈 자전거, то есть женщина ищет велосипед для ребенка. 노란색 자전거가, ей понравился велосипед желтый. Потому что она сказала 이걸로 주세요, дайте его. 근데 의자 높진 않겠죠? Не будет высокая ли сидушка? По ключевым словам сразу видно правильный ответ. 정답. Это номер 2. 여자는 노란색 자전거를 살 겁니다. Женщина купит желтый велосипед. 19번. 이 물건들 버리시는 거예요? 네. 제가 외국으로 이사를 가서요. 아직 쓸 수 있는 물건이 많은데 제가 가져가도 돼요? 네. 필요하시면 가져가세요. Давайте переведем диалог на русский язык. 이 물건들 버리시는 거예요? Вы эти вещи выбрасываете? 네, да, 제가 외국으로 이사를 가서요. Так как я переезжаю за границу.
아직 еще 쓸 수 있는 물건이 많은데 есть много вещей, которыми можно пользоваться. Но 제가 가져가도 돼요? Можно я их возьму? Получается, но есть много вещей, которыми можно пользоваться. Можно я их возьму? 네, да, 필요하시면 가져가세요. Если вам нужно, возьмите. Давайте в этот раз сначала посмотрим на ключевые слова. Это будет 버리시는 거예요? Выбрасываете? 외국 가서요. Так как уезжаю за границу. 쓸 수 있는 물건, вещи, которыми еще можно пользоваться. 제가 가져가도 돼요? Можно я их возьму? 네, да. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер 1. 남자는 사야 할 물건이 많습니다. У мужчины много вещей, которые нужно покупать. Номер 2. 남자는 외국에서 이사를 왔습니다. Мужчина переехал из-за границы. Номер 3. 여자는 외국으로 물건을 보냈습니다. Женщина выслала вещи за границу. Номер 4. 여자는 женщина 남자의 물건을 가져가고 싶어 합니다. Хочет взять вещи мужчины. Из этого диалога понятно, что мужчина уезжает за границу, выбрасывает или убирает ненужные вещи, и из них вещи, которыми еще можно пользоваться, женщина хочет взять. 정답. Поэтому правильный ответ номер 4. 여자는 남자의 물건을 가져가고 싶어 합니다. 20번. 부산까지 가려고 하는데요. 기차가 몇 시에 있어요? 네, 손님. 잠시만요. 1시간 후에 있어요. 저는 혼자라서 서서 가도 괜찮은데 더 빨리 갈 수 없을까요? 아, 그러면 20분 후에 출발하는 기차가 있어요. Давайте переведем диалог на русский язык. 부산까지 가려고 하는데요. Я собираюсь в Пусан. 기차가 몇 시에 있어요? Во сколько есть поезд? 네, 손님, 잠시만요. 손님 – это клиент, который мы не переводим на русский язык. 잠시만요 будет переводиться как «подождите». Получается «да, сейчас подождите». 1시간 후에 있어요. Через час есть. То есть есть поезд через 1 час. 저는 혼자라서, так как я еду один, 서서 가도 괜찮은데, мне нормально и стоя ехать. 또 빨리 갈 수 없을까요? Можно ли раньше уехать? 그러면, тогда 20분 후에, через 20 минут, 출발하는 기차가 있어요. Есть поезд, который отправляется. Итак, чтобы выбрать правильный ответ из 4 данных вариантов, давайте выделим ключевые слова. Ключевые слова в этом диалоге будут Пусан, город Пусан, 기차가 몇 시, во сколько поезд до города Пусана, 1시간 후, через 1 час, 서서 가도, стоя можно поехать, 빨리 갈 수 없을까요? Можно ли раньше уехать? 20분 후, через 20 минут, 기차, есть поезд. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер 1. 남자는 부산에 빨리 가고 싶어 합니다. Мужчина хочет быстрее поехать в Пусан. Номер 2. 남자는 친구와 부산에 가려고 합니다. Мужчина собирается в Пусан с другом. Номер 3. 남자는 20분 후에 표를 사려고 합니다. Мужчина собирается купить билет 20 минут спустя. Номер 4. 남자는 부산까지 앉아서 가고 싶어 합니다. Мужчина хочет поехать, сидя до Пусана. По ключевым словам понятно нам, какой из этих вариантов правильный ответ. 정답. Это номер 1. 남자는 부산에
빨리 가고 싶어 합니다. 21번. 여보세요? 여기 305호인데요. 아이들이 잘 침대가 필요해요. 아, 네. 10,000원을 더 내셔야 하는데 괜찮으시겠어요? 괜찮아요. 그런데 침대 2개를 빌릴 수 있어요? 아이가 둘이라서요. 죄송합니다, 손님. 침대는 한 방에 하나만 더 들어갈 수 있습니다. Давайте переведем диалог на русский язык. 여보세요? Алло? 여기 305호인데요. Это комната 305. 아이들이 잘 침대가 필요해요. Нам нужна кровать для детей. 아, 네, да. 10,000원을 더 내셔야 하는데 нужно заплатить 10 тысяч вон. 괜찮으시겠어요? Ничего, как ничего страшного. 괜찮아요, ничего. 그런데, но 침대 2개를 빌릴 수 있어요? Мы можем занять 2 кровати? 아이가 둘이라서요, так как у нас 2 детей. 죄송합니다, 손님. Извините. 침대는 한 방에 하나만, только одна кровать в одну комнату 들어갈 수 있습니다, может поместиться. Итак, давайте посмотрим на ключевые слова этого диалога. Это будут 침대, кровать, 필요해요, нужна. 10,000원, стоит 10 тысяч вон. 침대 2개를 빌릴 수 있어요? Можно ли занять 2 кровати? 침대는 한 방에 하나만. Кровать только одна для одной комнаты. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер 1. 방에 아이들 침대가 있습니다. В комнате есть кровать для детей. Номер 2. 여자는 방을 예약하려고 합니다. Женщина собирается забронировать комнату. Номер 4. 여자는 침대 2개가 필요합니다. Женщине нужно 2 кровати. Из диалога понятно, что женщине нужно было 2 кровати. 정답. Номер 4. 여자는 침대 2개가 필요합니다. Давайте переведем текст на русский язык. 저는 어제 친구하고 я вчера с другом или подругой 재미있는 옷가게에 갔습니다. Ходили в интересный магазин одежды. 그 가게에서는 в этом магазине 우리가 티셔츠에 그림을 직접 그릴 수 있습니다. Давайте начнем переводить с конца предложения. 그릴 수 있다. Мы можем нарисовать что? 그림을, рисунки. Где? 우리가 티셔츠에, на футболке. Получается, в этом магазине мы можем нарисовать сами рисунки на футболке. 그림을 그려서 주면, если нарисовать рисунок и дать, 그것을 티셔츠로 만들어 줍니다. То из него делают футболку. 어제, вчера 우리는 티셔츠를 하나씩 만들어 입었습니다. Мы сделали каждому по одной футболке и одели. 같은 티셔츠를 입으니까, одев одинаковые футболки, 친구가 더 소중하게 느껴졌습니다. Почувствовали важность дружбы. 그 옷을, эту одежду, 기억, 친구가 생각날 것 같습니다. Буду вспоминать друга или подругу. Итак, в первом задании нам нужно дополнить предложение словом. Нам даны 4 варианта. Номер 1. 만든 지, с того момента, как сделали. Номер 2. 만든 후에, после того, как сделали. Номер 3. 입을 때마다, каждый раз, как одену. Номер 4. 입어봐서, померил или померила. Итак, у нас было предложение 그 옷을, эту одежду, 기억, 친구가 생각날 것 같습니다. Наверное, буду вспоминать друга. То есть, как я одену или каждый раз, как одену одежду, буду вспоминать друга. 정답. Это как раз и есть номер 3. 입을 때마다, каждый раз, как одеваю или одену.
Давайте теперь посмотрим на полностью все предложение. 그것을 입을 때마다 친구가 생각날 것 같습니다. Каждый раз, как я одеваю эту одежду, буду вспоминать друга или подругу. В следующем задании нам нужно выбрать правильный ответ, а именно предложение, которое подходит по смыслу с текстом. Для этого нам нужно выделить ключевые слова. Давайте вместе их попробуем найти. 재미있는 옷가게 갔습니다. Ходили в интересный магазин одежды. 그림을 직접 그릴 수 있습니다. В этом магазине, куда мы ходили, можно самим рисовать рисунки. 티셔츠로 만들어줍니다. То есть из этих рисунков делают футболки. 같은 티셔츠를 입으니까, одев одинаковые футболки, 친구 소중하게 느껴졌습니다. Почувствовали важность дружбы. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов и переведем их на русский язык. Номер 1. 저는 어제 친구와 티셔츠를 구경했습니다. Я вчера с другом или подругой смотрели футболки. Номер 2. 저는 친구의 티셔츠를 사러 가게에 갔습니다. Я вчера с другом или подругой ходили в магазин, чтобы купить футболки для друга или подруги. Номер 3. 가게에서 우리가 원하는 그림을 그려주었습니다. В магазине нам рисовали рисунки, которые мы хотели. Номер 4. 우리는 같은 티셔츠를 입고 또 가깝게 느껴졌습니다. Мы, одев одинаковые футболки, чувствуем друг к другу ближе. Итак, по ключевым словам нам уже видно правильный ответ. 정답 – это номер 4. 우리는 같은 티셔츠를 입고 또 가깝게 느껴졌습니다. Мы, одев одинаковые футболки, чувствуем друг другу ближе. Давайте переведем текст на русский язык. 저는 자기 전에 я перед тем, как спать, 하루를 정리하면서 메모를 합니다. Сначала пишу, как я провел или провела день. 먼저 сначала 오늘 일어난 일 중에서 из того, что произошло сегодня, 잘한 일, хорошие поступки, 세 가지를 씁니다. Пишу о 3. Получается, сначала я пишу 3 хороших поступка из того, что произошло сегодня. 그렇게 하면, если так делать, 힘든 하루를 조금 잊을 수 있습니다. То можно немного забыть трудный день. 그 다음에는, после этого я 내일 할 일을 기억. А по-русски получается, после этого я, 기억, завтрашние дела или завтрашние планы. 그러면 тогда 중요한 일을 잊어버리지 않아서, не забываются важные дела, 좋습니다. И это хорошо. 이렇게 메모를 하면, если так записывать, 생각만 할 때보다, по сравнению с тем, что думаешь, 하루하루를 훨씬 더 잘 정리할 수 있습니다. Каждый день можно намного лучше упорядочить. Давайте, прежде чем перейти к заданию, посмотрим на лексику. Итак, 하루를 정리하다 – упорядочить день. В зависимости от перевода предложения можно также перевести как проводить день или провести день. 잘한 일 – 잘하다. Хорошо, 일 может переводиться как работа, но в данном случае мы переводим как поступок. 잘한 일 – хороший поступок. 잘 못한 일 – дела, которые плохо сделал или сделала, либо плохой поступок. 할 일 переводится как планы или дела, то есть это то, что вы планируете сделать. 메모를 하다 – записывать, 하루하루 – каждый день, 훨씬 – намного. Теперь давайте посмотрим на задание. В этом задании нам нужно правильное словосочетание поставить предложение так, чтобы оно было законченным. У нас предложение было таким. 그 다음에는 내일 할 일을 기억. После этого я 기억 завтрашние дела. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов.
Номер 1. 적어봅니다. пытаться написать. Номер 2. 적게 됩니다. приходится писать. Номер 3. 적을까 합니다. думать написать ли. Номер 4. 적을 것 같습니다. Наверное, напишу. Итак, после этого я что делаю? Наверное, пытаюсь написать завтрашние планы. 정답. Это и есть правильный ответ номер 1. 적어봅니다. Получается такое предложение. 그 다음에는 내일 할 일을 적어봅니다. После этого я пытаюсь написать завтрашние дела или завтрашние планы. Давайте для этого задания сначала выделим ключевые слова в тексте. 자기 전, перед тем, как спать. 하루를 정리. Один день упорядочить. 메모를 합니다. писать. 잘한 일 세 가지를 씁니다. 3 хороших поступка пишу. 힘든 하루 잊을 수 있습니다. Можно забыть трудный день. 내일 할 일을 적어봅니다. Пытаюсь писать завтрашние дела. Для чего он пишет завтрашние дела? Для того, чтобы 중요한 일을 잊어버리지 않아, чтобы не забыть важные дела. 메모를 하면, если так записывать, 하루-하루, каждый день, то 잘 정리할 수 있습니다. Можно намного лучше упорядочить. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 하루에 잘못한 일을 써서 정리합니다. Пишу дела, которые сделал плохо за день. Номер 2. 아침에 일어나서 오늘 할 일을 씁니다. Встав утром, я пишу дела, которые буду делать сегодня. Номер 3. 잊어버린 일들은 자기 전에 메모합니다. Перед сном я записываю то, что забыл или забыла. Номер 4. 메모를 하면서 하루의 일을 생각합니다. Записывая, я думаю о том, что было за день. Итак, этот текст у нас немножко длинный, много ключевых слов, но мы помним, что этот человек записывает перед тем, как ложится спать, пишет о 3 хороших поступках и то, что будет делать завтра. Если так делать, то один день получается более упорядоченный. Из 4 вариантов ответа нам подходит как раз номер 4. 정답. номер 4. 메모를 하면서 하루의 일을 생각합니다. Записывая, я думаю о том, что было за день. Давайте переведем текст на русский язык. 꽃이나 나무가 오래 살려면, чтобы цветы и деревья долго жили, 물과 공기, 햇빛이 중요합니다. Им важен вода и воздух и солнечный свет. 기억, 막으려면, чтобы остановить, 기억, 화분을, горшки с цветами, 한 곳에 모아놓아야 합니다. Нужно поставить вместе в одном месте. 물에 젖은 수건을 화분 아래에 넣은 것도 좋은 방법입니다. Переводим предложение с конца. 좋은 방법입니다. Также один из хороших методов или хороший метод – это 물에 젖은 수건을, мокрое полотенце, 화분 아래에, под горшки, 넣은 것, положить. И у нас получается предложение, также один из хороших методов – это положить под горшки с цветами мокрое полотенце. То также 집 안에서, чтобы в доме 공기가 잘 통할 수 있게, был хороший воздух, 방문을 열어놓으면 좋습니다. Хорошо открыть двери комнаты. 마지막으로, последнее, 여행을 오래 할 때는, когда в долгом путешествии или при долгом путешествии, 햇빛이 잘 들어오지 않은 곳에, место, где плохо попадает куда плохо попадает солнечный свет. 화분을 넣는 것이 좋습니다. Хорошо ставить цветы с горшками. Получается предложение таким. Последнее, при долгом путешествии, горшки с цветами хорошо поставить в место, куда солнечный свет плохо попадает. Итак, давайте дополним предложение. Наше предложение
기억 막으려면, чтобы остановить, 화분을 한 곳에 모아놓아야 합니다. Горшки с цветами нужно поставить вместе в одном месте. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 햇빛을 보는 곳을, попадание солнечного света. Номер 2. 공기가 들어오는 곳을, попадание воздуха. Номер 3. 화분에 꽃이 피는 곳을, цветение цветов в горшке. Номер 4. 물이 빨리 없어지는 곳을, быстрое исчезновение воды. Чтобы выбрать правильное словосочетание, нужно также посмотреть на предыдущее предложение, которое было таким. 꽃이나 나무가 오래 살려면, чтобы цветы и деревья долго жили, 물과 공기, 햇빛이 중요합니다. Им важен воздух, вода, солнечный свет. Итак, дальше идет предложение таким. Чтобы остановить, то горшки с цветами нужно поставить вместе в одном месте. До этого мы знаем, что для цветов важно что? Вода, воздух и солнечный свет. И нам по смыслу подходит именно вариант 4, который говорится быстрое исчезание воды. То есть получается, чтобы остановить быстрое исчезание воды, горшки с цветами нужно поставить вместе в одном месте. Давайте теперь вместе посмотрим, какое предложение получается. 물이 빨리 없어지는 것을 막으려면 화분을 한 곳에 모아 놓아야 합니다. В следующем задании нам нужно найти правильный ответ, который подходит по смыслу к тексту. Давайте выделим для этого ключевые слова. 꽃, 나무, 살려면, чтобы цветы или деревья жили. 물, 공기, 햇빛. Для них что важны? Вода, воздух, солнечный свет. 물이 없어지는 막으려면, чтобы остановить исчезание воды, 한 곳에 모아. Нужно их поставить в одном месте. 젖은 수건 화분 아래. Также мокрое полотенце под горшок с цветами. 좋은 방법, и это будет хорошим методом. 공기가 통할 수 있게, чтобы был хороший воздух, 방문을 열어, нужно открыть двери. 여행을 때는, когда в путешествии, 햇빛이 잘 들어오지 않은 곳, то в место, где плохо попадает солнечный свет. Номер 1. 수건을 화분 안에 넣어 놓아야 합니다. Полотенце нужно класть внутрь горшков с цветами. Номер 2. 화분을 여러 방에 나눠야 놓아야 합니다. Горшки с цветами нужно расставить по разным комнатам. Номер 3. 방문을 열어서 공기가 통하게 해야 합니다. Нужно открыть дверь комнаты, чтобы был свежий воздух. Номер 4. 여행 전에는 화분을 햇빛에 넣고 가야 합니다. До путешествия горшки с цветами нужно поставить на солнечный свет. Итак, хоть у нас и был длинный текст, по ключевым словам мы можем определить правильный ответ. Полотенце нужно класть куда? Внутрь или под? Под горшки. Затем цветы нужно ставить в одном месте, а не по разным комнатам. И также, если вы едете в путешествие, то нужно поставить цветы, где не попадает солнечный свет. 정답. Получается правильный ответ номер 3. 방문을 열어서 공기가 통하게 해야 합니다. Давайте переведем на русский язык. 저는 지난 주말에, я на прошлые выходные, 아주 특별한 사진관에 갔습니다. ходил или ходила в очень особенное фотоателье. 그 사진관에는, в этом фотоателье, 사진을 찍기 위한, чтобы для фотографии, 모든 준비가 다 되어 있었습니다. Все приготовлено. Получается, в этом фотоателье было приготовлено все, что нужно для фотографирования. 사진을 찍기 전에, до фотографирования, 화장도 해주고, сделали также и макияж, 머리도 해주었습니다. и прическу. 그리고 и 저에게, мне, 어울리는 옷도, подходящую одежду, 빌려주었습니다. одолжили. 거울 속의 제 모습이,
마음에 들었습니다. 마음에 들었습니다. Переводим с конца. Получается, мне понравилось. Мне понравилось что? 거울 속에 제 모습이. Как я выгляжу в зеркале. Мне понравилось, как я выгляжу в зеркале. 이렇게 멋진 모습으로 사진을 기억. Фотографию таким или такой, красивым или красивой. 친구들에게도 소개할 생각입니다. Я также собираюсь рассказать об этом друзьям. Итак, давайте подберем правильное выражение, которое нужно поставить вместо 기억 в предложении. У нас 4 варианта ответов. Номер 1. 찍을까 해서 думал или думала сфотографироваться ли. Номер 2. 찍으려고 해서 собирался или собиралась сфотографироваться. Номер 3. 찍어야 하기 때문에, так как нужно сфотографироваться. Номер 4. 찍을 수 있기 때문에, так как можно сфотографироваться. Итак, у нас было такое предложение. Так как фотографию, то я становлюсь очень красивым. Получается, по смыслу нам подходит из 4, так как можно так сфотографироваться. 정답. Это будет номер 4. 찍을 수 있기 때문에. И получается такое предложение. 이렇게 멋진 모습으로 사진을 찍을 수 있기 때문에 친구들에게도 소개할 생각입니다. Так как можно сфотографироваться таким или такой красивым или красивой, я также собираюсь рассказать об этом друзьям, то есть рассказать об этом фотоателье. Чтобы ответить на это задание, сначала нужно найти ключевые слова. Давайте вместе их выделим. Итак, 특별한 사진관, особенное фотоателье. Чем же оно особенное? 모든 준비가 다 되어 있었습니다. Там было все приготовлено, все, что нужно. 화장, 머리도 해주었습니다. макияж и прическу сделали. 어울리는 옷도 빌려주었습니다. Одолжили подходящую одежду. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. 사진관에서 사진 찍는 방법을 배울 수 있습니다. В фотоателье можно научиться фотографировать. 사진이 마음에 들지 않으면 다시 찍어도 됩니다. Если фотография не понравится, можно еще раз сфотографироваться. Номер 3. 손님은 특별한 준비 없이 사진관에 가도 됩니다. Клиенты могут прийти в фотоателье без подготовки. Номер 4. 손님은 기다리지 않고 사진을 찍을 수 있습니다. Можно сфотографироваться, не ждав. Итак, по ключевым словам мы уже знаем правильный ответ. 정답. Номер 3. 손님은 특별한 준비 없이 사진관에 가도 됩니다. Сегодня на лекции аудирования мы попрактиковались в выборе правильного ответа на вопрос, о чем говорится в диалоге. Для этого нам нужно было правильно перевести диалог и найти ключевые слова. Ключевые слова нужны, чтобы правильно понять смысл диалога и найти правильный ответ. Также мы с вами прошли грамматику. Очень важно запомнить, чем отличается мод от ан. Мод употребляется, когда по какой-то причине это было нельзя или невозможно сделать, а ан тогда, когда просто что-то не было сделано. В корейском языке эти отличия очень важны. Сегодня на лекции чтения мы попрактиковались в переводе текстов и в ответах на вопросы к тексту, включая дополнение предложения в тексте верным вариантом. Чтобы все задания выполнить правильно, нужно понимать смысл текста, ища ключевые слова. Ключевые слова помогают запомнить порядок рассказа в тексте и главный смысл. Спасибо и всего хорошего!